Друзья, я снова всех приветствую. Дело с запуском ТРД оказалось очень муторошным и затяжным, но мы продолжим. В общем, принял я решение пока временно поставить вот такой вот подшипничек. Вот сюда, с этой стороны. Ну, а с той стороны, где развалился вот этот, мы поставим американский с керамическими шариками. То есть будет у нас нормальная схема, роликовый и шариковый подшипник. Правда, роликовый в не очень хорошем состоянии, но я надеюсь выдержит. То есть это второй, этот еще хуже. Ну, а тот, что я уже туда установил, уже закручиваю винтики. Потому что сегодня мы таки будем тестировать этот двигатель. Поэтому я по-быстренькому все закручиваю. Ставим на стенд. Рассказываю вам, как это все работает. И мы стартуем. Естественно, это решение временное. И нужно будет потом искать нормальный подшипник. Слышите, как он работает? Это задний роликовый так шумит. Ну вот так, друзья, выглядит вся силовая установка в сборе. Все уже готово для запуска. Хотя нет, ребята, увидел страшное. Не подключена топливная система. Нужно прикрутить вот этот штуцер. Остальное вроде бы все уже собрано. Это подача топлива в двигатель. Давать жидкого топлива будем с помощью вот этого автомобильного насоса. Сначала налью туда бензин, а потом буду подливать керосин. Бензин нужен для воспламенения, потому что свечи обыкновенные. Вот две свечи. Блин, и свечи не прикрутил. Вот это я собрался запускать, ребят. Ну ладно, свечки прикручу. Сейчас я вам покажу, что здесь есть еще. Это два модуля, которые подают напряжение на свечи, чтобы получить искру. Это клапан, который открывается вместе с работой топливного насоса. То есть клапан открывается и начинает работать топливный насос. Сделал отдельный рычажок и кнопку. Но, как вы видите, ничего не работает. И не работает оно, потому что не включен основной тумблер. Когда мы включаем основной тумблер, начинает работать масляный насос. Он создает давление. И теперь можно подключать топливо. Можно слышать, как щелкает клапан. Можно либо кнопкой подключать, либо на постоянку. Насос питается от шим-регулятора, поэтому срабатывает не сразу, с некоторой задержкой. Вот я включаю. И хоп! Не сработал, что ли? А почему? Не сработал, потому что здесь есть еще выключатель. И можно устанавливать уровень расхода насоса. Сейчас сработает. Вот видите? Хоп! 35% дается на насос. Так, ну это мы пока что выключаем. Этой кнопкой запускается стартер, электродвигатель, который раскручивает ротор. И одновременно подается на свечи. Ну, свечи не слышно в таком режиме. В общем-то, ребят, и вся система для запусков. Осталось вытащить на улицу и показать вам, как оно работает. А работает оно просто чума, ребята. Вообще, если отключить стартер, стартер запитан от двух самых мощных батарей, то можно услышать звук работы всех систем. Так работает масляный насос. Слышно, что свечи работают. Когда мы сюда нажимаем, можно услышать, как срабатывает клапан. Ну, вот так, если включить на постоянку и добавлять топливо, все должно начинать работать, ребят. Уже часть топлива попала в двигатель, кстати. Набираю пару 5-литровок керосина. Ну, а пусковым топливом будет бензин. Сначала запустим на бензине и будем добавлять керосинчик по ходу пьесы. Летчики готовы? Готовы. Механики. Готовы! Включаю масляный насос. Давление есть. Стартер и подача топлива. Это
запускается. Не зажглось почему? Почему? Непонятно. Ну вот так, ребята, оно работает. Я не знаю, как долго оно проработает. Сопло не красное. 43% на балке. Хотя начну давать. Ребята, прячемся в подвал и даю начну. Ребят, все-таки не закрутил, я свечи спешил, собираются уже свет отключать. Сейчас закручу свечи и мы еще разочек стартанем. Спалил около 10 литров керосина, подшипничек чувствует себя хорошо. Стартовать, наверное, в кромешной темноте будем.
ребят, и работает. Работает долговременно, как вы видите, не 1 минуту. Запустил я его на старом разбитом ржавом подшипнике роликовом. Ну, нужно будет еще разобрать, посмотреть, как он себя чувствует. Выбег ротора очень долгий. Правда, немножечко он шумит. Ну, подшипник вы сами видели. Здесь что-то где-то травит. Возможно, это с этой трубки. Я сюда подключал манометр, но в этот раз я его не нашел. Поэтому он не подключен. Давление масла около 3 атмосфер. В этот раз я не баловался. Дал на всю и подключил на 25 вольт. Вот этот вот насосик. Примерно 15-18 литров ушло керосина на эти пробные запуски. Нужно, наверное, пробовать на дизеле его стартовать. Ну, потому что это разорение просто, ребят. Керосин вещь редкая. Вот. Ну, как бы нормалек, все зажигается, все запускается. Можно двигаться дальше. Маслобак сильно не нагрелся, но тепленький. Градусов 40 у него есть. Даже горяченький. Вот, все нормально. Насос на всю сделан. Теперь, ребят, протестируем на давление. Потому что хочется наконец-таки узнать, какую он выдает мощность. Здесь вот все видно прекрасно. Если будет 1,5 атмосферы, то это где-то, ну, примерно, может, 50% мощности. То есть, ну, это уже не нулевая мощность явно. Если атмосфера, то тоже, в принципе, ничего. Стартуем! ,85 атмосферы. Это довольно-таки много. Это довольно-таки много для этого двигателя. То есть насос выдает приличную мощность. Еще б немножко его усовершенствовать, еще б немножко добавить, и было бы вообще хорошо. То есть до 2-2,5 бар он должен давать. Хотя по некоторым источникам до 3,5, то есть не знаешь, кому верить. Ну, у меня, в принципе, на этом все. Новости очень хорошие. Примерно 50% мощности это было. Не более того, на полную мощность он не вышел. Будем наращивать. У меня просто нет насосов. Вот. Но работает, дорогой. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. Всем пока, ребята. Все-таки быть турбореактивной бэхи на канале.